Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии известный в мире человек, отличный, классный музыкант, победитель конкурса Евровидения 2009, представитель Норвегии Александр Рыбак. Доброе утро! Здрасте. Здравствуйте. Саш, большое спасибо, во-первых, за то, что приехали к нам в Канаду, преодолели вот такое расстояние через океан. Сейчас уже пора покорять новые страны. Да, совершенно верно. Саш, первый вопрос. Как вы оказались в Норвегии? Я знаю, что вы из Беларуси. Ну, очень повезло. Вот, папа гастролировал с оркестром, с Минским камерным оркестром. И когда в Норвегии они были, там семья, они влюбились в него, и они так... Они хотели, чтобы он начал учиться как преподаватель, ну, как-то работать как преподаватель там. И так началось, что они его взяли к себе, и он там был 3 года, пробовал деньги скопить, чтобы мы могли приехать с мамой. Так что мы... Вообще-то, наверняка, для меня это нормально. Ну, я был мальчик маленький, и для меня это было нормально, что мы одни с мамой, да, что в Беларуси. Но наверняка это было тяжело для моей мамы. Конечно. И для папы. Естественно. Итак, благодаря родителям ты оказался в Норвегии. Да. А вот я понимаю, что главная твоя музыкальная стезя – это скрипка. Когда ты начал заниматься скрипкой? Я начал заниматься скрипкой и фортепианом, когда мне было 5 лет примерно так. Ну, это все русские дети, у нас такая дисциплина, что мы всегда начинаем что-то делать, да, а потом уже родители выясняют, есть талант или нет. И на фортепиано это очень трудно выяснить, есть талант или нет у человека, потому что нажимает на кнопку и на клавиши, и все нормально, понимаешь? А на скрипке это типа... Ну, надо извлекать звук, ну, да. Ну, сначала первые годы это кот плачет. Да. И это очень трудно. Но папа как-то, он сразу понял, что у меня есть талант на скрипке, и там... И мама, и папа не согласились, что все-таки я сейчас буду больше на скрипке, чем на фортепиано заниматься. И так что с 7 лет, с 8 я стал скрипачом. Скажи, пожалуйста, вот обычно дети в возрасте 8-9 лет, когда слышат голоса друзей во дворе, а их заставляют играть на скрипке, они, конечно, сопротивляются. Ты любил заниматься скрипкой с детства? Ну, я думал, что это нормально было. Я же думал, что все другие дети тоже занимаются 2-3 часа в день. Понятно. Я думаю, что дети думают, что все, что вокруг них, так это и нужно быть. Я так понимаю. это и у всех. Я что понимаю. Если типа мама и папа бы оделись в костюмы кенгуру и прыгали вокруг моего сада, так я думаю, что все другие тоже так делают. Да, понятно. Так что когда я выяснил, что другие дети далеко не занимаются 2-3 часа на скрипке, у них даже нету скрипки, так тогда мама и папа уже поняли, что у них сейчас нужно больше типа вовлекать меня, ну, они конструктор мне подарили. Понимаю, не только скрипка была, не только скрипка. Смотри, ты вырос, в общем-то, в Норвегии, да? Ну. Как тебе эта страна? Очень странно. Вообще-то так много хороших вещей можно сказать, но сейчас у меня совсем все... Просто я сейчас в Канаде, сейчас совсем новая страна, вот это для меня. Так что, ну, я бы мог... Там все гораздо... Там все без оружия ходят, там все... Спокойные, наверное. Да, все спокойные. И единственное, что очень там все дорого, но мы это не замечаем. Мы замечаем это, когда мы вот... Я сейчас в Нью-Йорк приехал несколько дней назад, сейчас в Канаде. Вот сейчас я замечаю, что очень дорого в Норвегии, потому что здесь все дешево. Дешево, да. Ну, относительно, да. Для меня, ну, как музыканту в Норвегии очень приятно жить, потому что природа самая лучшая. И все время вдохновляюсь типа фьордами, я понимаю. горами. И мне это как композитор мне очень помогает. И вообще, люди думают, что я вот просто пою, играю на скрипке, это все. А я же музыкант, я композитор. Мне именно нравится песни писать. Писать, творить, да. Хорошо. Скажи, а как норвежцы, как люди? Вот какого они характера примерно? Они очень добрые, они очень улыбчивые.
я чувствую, что там очень много... Самое главное для норвежцев это чтобы все время кайфовать, чтобы все хорошо было, там они не работают очень много, там дисциплины вообще нету. Вот в России дисциплина по-настоящему, все строгие со своими детьми, у всех таланты находятся, а в Норвегии это просто все, всем хорошо, они живут Мирная хорошо. маленькая страна, да. Например, вот Финляндия очень хорошая страна, потому что там микс русской дисциплины и норвежской улыбки. Ага, понятно. Что это, я особенно вижу это в оркестрах, в юных оркестрах, потому что они улыбаются, они такие очень радостные, но все-таки играют очень хорошо. Я чувствую, что вот звездой очень трудно быть в Норвегии. Где бы я ни был бы, в Греции, в Германии, в Румынии, в России, особенно в Украине, все встречают меня как артиста. А в Норвегии людям нравится обнаружить какого-то таланта, но потом, когда они уже слишком известны становятся, тогда Норвегия пробует их опять вниз. Интересно, интересно, да. Так что это такого, а вот здесь вот такого совсем нету. Всех друг друга поддерживают. Вот Я понимаю, о чем ты говоришь. И в Америке, и в Канаде. Я понимаю, что мне пора сюда уже переезжать. Да, я так тоже думаю. Скажи, пожалуйста, а вот как получилось так, что ты был выбран как представитель Норвегии на конкурс Евровидения? Как проходил отбор? Ну, я думаю, так как у всех других стран, что в Норвегии было 24 участника, и люди голосуют, и я выиграл. Так что там совсем у меня разрыв был большой между первым и вторым местом, так же, как в интернациональном. Так что я очень рад, что и в Норвегии все согласны были, и в Европе все согласны были. И вот ты, человек, который занимался классической музыкой, написал великолепную песню «Сказка», которая облетела весь мир и стала популярной практически во всех странах, десятки миллионов людей видели ее. А как пришла тебе идея написать вот эту песню и вот так здорово выступить? Ну, опять вот я живу в Норвегии, мне очень все это помогло, горы, фьорды. Я замечаю, что мир очень такое жестокое место, потому что те, которые очень стараются, они никогда ничего не добиваются, к сожалению. Это очень... Согласен. Так что, если я бы сказал, ну все, сейчас я выиграю Евровидение, сейчас только мне нужно написать такой мировой хит, никогда бы не получилось. У меня все нечаянно получилось. Я вообще-то классический музыкант, и вдруг я так решил, ну давайте, может быть, попробуем попсу, что-нибудь песню написать. И я вот... Я ходил вокруг по горам и путешествовал. И вот на вершине я скрипку вытащил и стал играть. И вот эта мелодия пришла в голову. И я это на бумагу, все, аккорды сделал и все. И потом я подумал, вот это для Евровидения. И так Видишь, получилось. Молодец, ты попал в десятку, как говорят. И действительно, это было начало твоего сценического пути, я так понимаю, да, большого. Ну, да. У нас в студии Александр Рыбак, известный в мире исполнитель и композитор. И мы вернемся к разговору с ним сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Александр, ты не только музыкант, ты не только сегодня певец, исполнитель, но ты еще и композитор. Да. Расскажи нам немножко о своей композиторской деятельности. Ну, мне очень нравится работать в студии. Мне, конечно, нравится быть там знаменитостью, быть на всех вечеринках, все, но больше всего мне нравится быть в одиночестве, работать в студии, ноты писать. И я чувствую, что у меня такая мечта, что вот через 10 лет, если у меня жена появится, дети, мне очень хочется с ними жить. Мне не хочется гастролировать вокруг и все время их покидать. Я понимаю. Да. Замечательно. Так что, и вот как композитор я бы как раз мог и работать, и жить вместе с детьми. Я понимаю, да. я понимаю. А пока у меня нету своих детей, мне очень нравится такой... У меня сейчас новый проект. Этот проект я уже реализовал в Норвегии, в Швеции и в России, в Украине тоже. Это совсем новое для меня. Я аранжировки сделал на все мои песни, плюс еще другие известные песни. Там Майкл Джексон, Coldplay, Viva La Vida и все такое. И вот я приезжаю 3-4 дня перед концертом,
и я занимаюсь с оркестром, с юным оркестром. Ну, типа, ну, чтобы это не филармонический был, потому что им это интересно, но они и так у них много действий. С детскими. Ну, юные. Юные, да. Очень А, хороший проект. И я вот работаю сначала с ними как диригент, как называется, как дирижер. Дирижер, да. Да. И вот, ну и мы почти как семья уже под конец. Когда уже концерт, мы уже все знаем друг друга, и потом такой эстрадный концерт я даю. Скажи, за 3 дня тебе удается... Ну да, но я сначала им посылаю там заранее, за месяц, за 2 я посылаю им ноты, чтобы, да. А потом я уже так вдохновляю их, там разные трюки им рассказываю, рассказываю, как они волноваться им, например. Так что мне очень нравится вдохновлять юных талантов, потому что я бы никогда не был бы здесь, вот. Я бы не сидел бы здесь, давал интервью в Канаде, если бы у меня не были свои идолы, свои кумиры, которые бы поддерживали. Тебя поддерживали, да. Я хочу сейчас быть сам таким идолом для детей. Смотри, это очень хорошая мысль и очень добрая мысль. А почему в Канаде не сделать такой класс? Хороший вопрос. Я очень надеюсь. Вот сейчас я первый раз приехал, сейчас я вот посмотрел, что здесь за культура, и увидел, что здесь очень много хороших талантов, русских тоже. Молодцы. Так что я очень надеюсь, что сейчас продюсеры пригласят меня сюда, чтобы этот проект реализовал в Канаде тоже. В Канаде. Замечательно. Саш, классическую музыку показать, джаз. И вот именно это моя миссия здесь в мире, что я хочу показать, что инструмент свой можно использовать не только для одного жанра, а можно наслаждаться разной музыкой. Ты знаешь, что замечательно, что ты не просто сегодня кумир девчонок и мальчишек во многих странах. Обычно кумиры, которых создают, они долго не живут, да, в попсе особенно, да, они сегодня есть, завтра их нет. Можно сказать, да. Да, у тебя, ты сделал себя сам, как бы. И вот это самое главное в человеке. Поэтому тебе всегда найдется, что делать. Не будет сцены, будет композиторство. Не будет композиторства. Спасибо, вот вы это поняли. Да, конечно, хорошо. абсолютно. Не все это понимают. Абсолютно, потому что век славы, он очень короток, Можно да? сказать, да. И поэтому ты делаешь все очень правильно. Ну и учитывая то, что ты уже, так сказать, зрелый молодой человек, тебе сколько, 25, 26? 26. 26 лет. Ну, пора задуматься о личной жизни. Ты задумываешься иногда? У меня такая личная жизнь, что можно книгу написать. Так, расскажи нам хотя бы в 2 словах. Нет, лучше книгу напишу. Лучше книгу напиши. Не, ну мне очень нравится, вот именно я вот все время новые синглы делаю, новые песни, и сразу их выдаю, потому что мне очень нравится писать музыку именно о той ситуации, где я нахожусь именно сейчас. Так что, например, там пел я про девушку Марию, которая меня покинула. Я пел про то, что я такой Амур, и что стрела Амура, что я всех, типа, как называется? Разбиваешь сердца. Да, не разбиваю, а наоборот, там, типа, чтобы мальчик и девочка нашли друг друга, я им пою. Ты поешь, очень здорово, хорошая миссия. Да, совмещаю. Да, я понимаю, да. А сам я всегда одинокий, так что я сразу песню про это хотел сделать. Потом, самая новая моя песня, я клип сделал в Украине в октябре. Это про девушку, которая меня не может оставить в покое. Она из Израиля, и она такая совсем сумасшедшая. Я подумал, ладно, или мне в полицию идти, или песню написать. Или песню написать, все правильно. И ты решил все-таки написать песню. Да, конечно. Я понимаю тебя. В новом жанре, в новом стиле. Ты знаешь, так как ты одаренный молодой человек, наверное, не с каждой девушкой тебе интересно. Тебе нужно, чтобы рядом был человек, который бы разделял твои взгляды. Самое главное, чтобы каждым девушкам было самой интересно. Да. Это единственное, что я прошу в этом мире. Я понимаю тебя, я понимаю. Саш, ну и, наверное, вопрос традиционный. Творческие планы. Какие у тебя? Ну, сейчас у меня такие концептуальные альбомы, что я шведский альбом сделал, сейчас я норвежский альбом сделаю,
рождественский альбом у меня был. Ну и пока я эти такие вот проекты делаю, которые мне близкие, я еще хочу, конечно, гастролировать в Европе. И у меня вот 2 проекта. Первое, что я делаю такую короткую программу с танцорами, с локальными танцорами, Так. даже в разных странах по клубам. Я надеюсь, здесь тоже русские клубы есть. Есть, Канады. конечно. И не только русские, но просто клубы. Да, есть клубы, Так конечно. что хотя я классический скрипач, иногда мне хочется тоже быть... Молодым человеком, Ну, да. современным, конечно, да. я понимаю тебя. Так что это мой первый проект. А второй проект, вот то, что я сейчас хочу продолжать гастролировать с оркестрами. Мгм, Посещать понимаю. разные оркестры и юных людей подбадривать, поддерживать. Скажи, сколько часов в день ты сегодня уделяешь скрипке? Лучше не спрашивать. Ну, сейчас я играю очень много. Я играю каждый день, потому что я сочиняю новые песни. А вот заниматься, как я занимался 4 часа в день, когда я был маленький, то, что хорошо, вот это, что занимаешься 4 часа в день в юности, это чтобы потом не нужно уже было больше заниматься. Я понимаю, я Так что понимаю, я понимаю. я сейчас разочарую свою маму и папу, но сейчас мне самое главное, я всегда приготавливаюсь. И не только как, чтобы все ноты были, я приготавливаюсь, где я стою на сцене, какой взгляд у меня где, чтобы все время это было. Я считаю, что я просто очень уважаю свою публику, я знаю, что они приходят на мои концерты именно чтобы что-то визуальное тоже получить. Если они бы могли бы диск, типа нажать на кнопку, и это также хорошо было бы. Так какой смысл на концерт идти? Вот, мама звонит. Она уже возмущается, что я не занимаюсь. Окей. больше. Да. Саш, мы желаем тебе, во-первых, успехов. Мы, как и ты, иммигранты, но у нас у всех есть корни большой культуры той страны, с которой мы приехали, с тех стран, в которых мы приехали. Мы желаем тебе новых песен. Спасибо. Мы желаем тебе обрести свою любовь настоящую. И мы надеемся увидеть тебя в нашей стране еще раз. И я уверен, что большее количество людей придет на концерт. Я тоже уверен. Да, известнейшего исполнителя, кумира молодежи Александра Рыбака. Спасибо тебе. Вам спасибо. Спасибо. До Спасибо. встречи. До встречи. Попаду я стрелой Амура, открою для тебя любви секрет. Открываю я глаза, привет, крылья, стрелы, и я одет. Забираюсь выше, чем всегда, я над облаками. Раскрываю крылья и слегка, разукрасив небеса, картину вижу на земле. Уходит он, и больно ей, но в жизни роль моя — летать и стрелять, соединять сердца. Попаду я стрелой Амура, открою для тебя любви секрет. Зацеплю я стрелой Амура, две половинки вмиг найдут рассвет. Как хочу я, чтоб моя стрела бумерангом стала для меня, по законам жизни сделав круг, и попала в мое сердце вдруг. Там где-то на земле ты вспомнишь обо мне, к тебе летит стрела. Попаду я стрелой Амура, открою для тебя любви секрет.
стрелой Амура открою для тебя любви секрет. Зацеплю я стрелой Амура две половинки вмиг найдут рассвет.